Всем привет, дамы и господа, вы на канале Genshin Tactics, и сегодня я буду страдать в бездне. Проходить я буду именно те этажи, которые обновились, и к моему большому удивлению обновились только этажи 11 и 12. Вот именно их я и покажу. Если кому-то нужно еще прохождение 9 и 10 этажей, пожалуйста, дайте мне знать в комментариях. Заглядывая наперед, скажу, что по моим личным ощущениям 12 этаж очень сильно усложнили, и комната 12.1 теперь сложнее, чем прошлая 12.3. Как и в прошлый раз, прохождение будет происходить не без испытаний для меня. Во-первых, у меня впервые появилась команда через заморозку, и соответственно состав еще не наигран и не отлажен. Вероятность заступов зашкаливает. И да, раз уж будет играть команда через заморозку, пожалуй, вычеркну сразу топов заморозки из списка: Ганьюй, Аяка, Какоми, Мону. По традиции непрокачанных щитов пойду без них. В команде не будет Джунли, Дионы, Наэль, Томы, ну и Синьянь, хотя в ее щиты и так мало кто верит. Ну и так как интернет у меня не в лучшей форме, я пойду с пингом местами под 300. Вероятность затупов с таким пингом множится. Под видео, как и в прошлый раз, я оставлю тайм-коды, если вам нужен будет какой-то определенный этаж или зал. Садитесь поудобнее, сами понимаете, видео коротким не будет. Итак, 11 этаж, первый зал. Возьму мастерство стихий. Мне кажется, оно лучше всего подойдет из предложенного. Накоплю чуть-чуть стаков меча для Чунь-Юня, потому что так у него атака значительно сильно увеличится. И мы готовы защищать монолит. Первого выключаем, а второго начинаем дамажить. После того, как расправились с первым, приступаем ко второму. Спешить не обязательно, потому что здесь время не учитывается. Здесь главное, чтобы они не нанесли урон по нашему монолиту. Появляется следующая волна. Переходим к ближайшему и ждем, когда второй к нам присоединится. Вот он присоединился, и теперь начинаем действовать. Главное быть подальше от монолита, чтобы случайно его никто не задел. Так, мы справились с первым залом. Переходим во вторую половину первого зала. Сразу же мага бездны пытаемся убить как можно быстрее, потому что потом он может доставить много неприятностей. Так, справились. И второй. Так, тут мы пытаемся, самое главное, увести большого или чурла от монолита подальше. Вот этот вот огненный, он стреляет в монолит, его желательно тоже бы как-то поскорее вынести. Теперь не торопимся, потому что большой хиличурл нацелен только на нас. И мы постепенно, не спеша, справляемся с ним. Первый зал прошли, переходим во второй зал. Итак, приступим. 11 этаж, зал 2. Накапливаем стаки костяного меча. Уже традиция прям. И готовимся. Здесь нас будут ждать только призраки и только слаймы. Здесь уже нельзя особо расслабляться по времени, поэтому будем убивать всех бегущих куда-сюда призраков как можно быстрее. Так.
Вторая волна. Do your master's bidding. In your dream. One with my blade. From whence you came. И последняя волна, состоящая из 6 противников. Постараемся вместе их собрать, чтобы ударить как можно сильнее ультой Чуньеви. Призраки так долго шли, мы уже со всеми разобрались с этими призраками, но они очень удобно собрались вместе. Прошли. Теперь вторая половина второго зала. Здесь у нас будут только мимики. Мечи синсю только чтобы снизить урон, входящий от мимиков, потому что эти мимики наносят очень большой урон. Против гидромимиков очень эффективно огонь и лед. Эти вот порубушки, они очень опасны тем, что после того, как их убьешь, они взрываются пузырем. Этот пузырь наносит очень много урона. Так что стараемся по максимуму задешить весь этот урон. Так. Очень трудно их задочить здесь, потому что они очень быстро и много бьют. Да еще и с моим пингом. Ну, куда ты ж, Беннет? Не торопимся, просто собираем энергию для следующего этажа. Потому что там она нам очень понадобится. Вот мы и прошли. Второй зал 11 этажа. 11 этаж, зал 3. Первая половина. На этом этаже у нас гораздо меньше времени для того, чтобы победить. Поэтому можно не экономить ни ульты, ни ничего такого. Первым делом стараемся весь наш урон влить в зеркальную деву. Потому что она наиболее из них опасная. Но по возможности желательно, чтобы, конечно, во всех урон пришел. Но зеркальная дева еще может телепортнуться куда-нибудь. Что она, в принципе, и сделала. Так, я, наверное, постараюсь убить вот этих вот двух самураев. И их важно убить вместе, потому что если не успеем убить второго, он станет сильнее и восстановит себе хп. Так, теперь вернемся к нашей деве. Заморозили. И теперь быстро мы за Шанхеей добиваем. Справились? Переходим ко второй половине. Здесь у нас ожидает манифестация грома. Очень хорошо здесь себя показывает Юэмия. Немного мастерства стихии от Альбеда. И теперь через Юэмию постараемся снести как можно больше. Проходим через электростену. С этого желательно увернуться, но я не успел. Вот
Вот эта вот атака очень неприятна, потому что она наносит очень много урона. И она очень долгая, поэтому ее сложно. Сразу же снес цветок Альбедо. Так, у нас ульты почти есть, все готовы, раскастовываемся. И теперь от Юэми, чтобы она должна успеть его добить. Я почти в этом уверен, что она успеет. Или нет. Успела. Мы прошли 11 этаж. 12 зал, первый этаж. На мой взгляд, это самый сложный этаж в обновившейся бездне. Он даже сложнее, чем раньше был 12.3. Illusion shattered. I'm going in. At the frying pan, into the fire. Когда у робота остается примерно 25% жизни, он начинает разделяться, а весь последующий урон, который мы ему нанесем, он не будет учитываться, поэтому имейте в виду и раскастуйтесь вовремя. Вот видите, он не учитывается, несмотря на то, что я по нему бью. Переходим к роботу, который у нас с таким вот кольцом. И стараемся его по максимуму вынести как можно скорее. У нас не очень хорошо получается, но мы должны справиться, должны успеть. Ой, зависло все. Поехали дальше. Теперь быстро бежим к основному корпусу робота, если можно так сказать. И добиваем его как можно скорее, чтобы у нас было побольше времени на следующий этаж. Ой, на следующий зал. Так. Опять же, наши мечи. Наши мечи это очень важно в нашем дамаге, но возможно нам это не сильно сейчас поможет, потому что здесь во второй половине будет решать все Барбара. Стараемся слить собак поедино и убить как можно быстрее, потому что времени на этом этаже особо свободного нет. Здесь пытаемся либо идти сразу в частица, либо в мага бездны, потому что они оба очень неприятны. Один того, что у него есть длинное время перехода, а второй, потому что если за ним не доглядеть, он начнет кастовать очень много магии, причем огненной. Когда мы его почти убьем, и у него здоровье будет около 10%, он начнет превращаться и оденет на себя щит, при этом нанеся нам очень огромный урон. Теперь стараемся Барбарой как можно быстрее вынести. Если мы уберем вот эту вот бочку, которую он поставил, то это снесет ему очень большое значение щита. Дальше добиваем Барбарой щит, и мы должны успеть. Чего не успел? Мечи. Стаки оказались полезными. Переходим на следующий зал. Очень удачный для нас баф бездны. Геовишапа не обязательно атаковать сразу же, потому что он не восприимчив к нашему урону. Лучше подкопить ульты и быть готовым к его атаке, когда он начнет воспринимать наши атаки всерьез. Вот, примерно после 5 секунд раскастовываемся и собираем геокристаллы. Они не только нас защитят, но и также нанесут ему ответный урон взрывной волной.
раскастовывается еще раз. И очень важно этот зал Time to act. закрыть There is no escape. меньше, чем за 1 минуту. Потому что после 1 минуты у него есть такая вот переходка, и он вокруг себя ставит огонь. А также на следующем этаже нас ждут очень неприятные 2 гидрочтеца. Вот, все. Справились. Теперь 2 гидрочтеца. Тут есть 2 тактики. Первая — это объединить их в середине и там уже бить. А вторая — это пойти к одному из них сразу же и ждать, когда второй присоединится. Вы сейчас сразу все сами увидите, сразу поймете, когда я пойду к ближайшему ко мне чтецу. И вот, Let's dance. поехали. Obey. Вот они практически сразу вдвоем стоят. Это очень Do your master's удобно, bidding. их можно заморозить и атаковать. My blade, from whence you came. Unleash. The wind knows me. Fallen leaves adorn my night. Очень важная деталь, что когда у них остается мало КП, они одевают щиты. Swift and merciful. Spirit blade, attack. Into the wind. Также, когда они надевают щиты, Transfiguration. они наносят очень большой урон по площади. Стараемся пережить их либо на наиболее жирных персонажей, либо через щиты. Но у меня щитов нет. Также хотел бы отметить тот факт, что их атаки откатывают наши способности. И мы не всегда ими сможем воспользоваться, когда захотим. Шинке очень хорошо снимает их щиты. Take your true form. И прям очень быстрый и постоянно атакующий, что их очень трудно залить вместе. Да и вообще, в принципе, поймать очень трудно. Наши мечи опять пригодились. И теперь нас ждет самый последний зал. Я тут поменял немного команды и поставил первой команда Крио, потому что во второй половине у нас будет магу Кенки, которого замораживать не имеет смысла. А вот роботов, пожалуйста, мой робот может заморозить, вместе залить, вместе задамажить. Take your Ну, true все form. как обычно. Let the show begin. Manifest. Cryo incarnate. Раскастовываемся и добиваем первых робот. И сейчас будут вторые, более жирные. Вот они. Сразу же идем к ближайшему, а второй к нам скоро присоединится. Вот он. Пришел. Долго шел. Ульты не экономим. In your На dreams. как и способности, потому что это последний этаж. И дальше их копить не имеет смысла. Forth, my blade. Clouds high. Раскастовываемся. The wind knows me. From whence you came. Transfiguration. Unleash. Swift and merciful. One with nature. Spirit blade. Attack. Do your master's bidding. Последний робот. Последнего даже легко так добить. Но времени надо все же оставить, потому что следующий магу Кенки, и он может потребовать больше времени. Но так как у нас тут Беннет, у нас тут Райден, у нас тут все звезды собрались, поэтому Off we go. можно просто Teamwork
не торопясь его добить. Уворачиваемся от его атак через ульты. Раскастовываемся, как обычно. There is no escape. Let's light it up. Inazuma shines eternal. Магу Кенки мы уже привыкли, вот. Но вот его телепортациям я до сих пор привыкнуть не могу. Он вечно во все стороны телепортируется. Причем сейчас я должен сказать, что даже повезло, он не так много телепортируется, как раньше. Torn to oblivion. У нас есть все шансы с ним справиться. Teamwork is Я вообще не понимаю, что тут происходит местами. Синлин чуть не потеряли. Хотя уже конец этажа, уже это не так важно, у него жизни почти не осталось. Inazuma shines eternal. Все. Итак, мы прошли все этажи на 36 звезд. Себя скажу, что это было очень сложно. Вы дошли до самого дна Витой бездны. Пожалуй, ваш успех потрясет и звезды, и бездну. Да? Так все и будет. В заключение скажу, что бездна мне показалась уж очень сложной, и лично для себя я бы остановился на комфортных 33 звездах. 50 примагемов того явно не стоит. Не исключаю того, что причиной были сильные перемены в команде. Спасибо тем, кто смотрел, и тем, кто досмотрел до этого момента. Если видео вам понравилось или было полезным, поставьте лайк, напишите в комментариях, кем вы проходили новую бездну и сколько удалось собрать звезд. И не забудьте подписаться на канал, это поможет вам в прохождении игрового контента.